Люди на Западе переняли идею закона из древних концепций божественности, которую мы также перенесли в науку, где мы обсуждаем законы природы. Ученым становится все более и более очевидным, что то, что мы называем законами природы, не более чем результат наших наблюдений за различными закономерностями и событиями. Но для того, чтобы наблюдать за закономерностями, нам нужно использовать нечто постоянное. Например, прикладывать линейку, или сравнивать их поведение с поведением часов. Но часы и линейка были изобретены людьми и являются мерами, которые мы используем для определения темпа изменений. К примеру, часы – мера скорости изменений. Но это довольно условно, ведь мы очень легко путаем наши измерительные приборы с причиной событий. Как если бы солнце вставало, потому что сейчас 6 утра. Выходит, мы думаем наоборот. Это настолько укрепилось в человеческом сознании, что мы попадаем в ту же ловушку, когда представляем, к примеру, что деньги – это богатство. Знаете, мы обладаем огромным богатством. У нас есть технологии, которые могут обеспечить каждого человека на Земле всем необходимым. Но мы не можем этого сделать, так как люди спрашивают: а где мы возьмем деньги? Ведь они думают, что именно деньги обеспечивают процветание во всем мире. На самом деле, деньги являются лишь средством измерения физического богатства. А люди думают, что деньги должны откуда-то поступать, как электричество, древесина или железо, но это не так. Деньги были изобретены людьми так же, как дюймы. Помните Великую депрессию в США, когда был всеобщий обвал? Но обвал чего случился тогда? Денег. Не стало меньше богатства или энергии, не уменьшилось количество материалов, но получилось так, как если бы вы пришли на стройку какого-то дома, а вам говорят: извините, мы не можем построить дом сегодня, нет дюймов. Как это нет дюймов? То есть у нас есть дюймы древесины, у нас есть дюймы металла, у нас даже есть все размеры, нам просто не хватает дюймов. Видите, люди настолько безумны, что могут впасть в депрессию из-за того, что у них недостаточно дюймов, то есть долларов. Это полная чепуха. Мы наблюдаем обратное мышление. Как если бы воображаемый хвост вилял собакой. Мы думаем, что законы управляют событиями, когда на самом деле это не так. Законы – это лишь меры измерения происходящего. Озвучил Георгий Технолодж.